Всем добрый день! Это видео про двухроликовый и про четырехроликовый механизм подачи проволоки. Про мифы, которые очень часто присутствуют. Это, допустим, когда человек хочет себе купить однофазный полуавтомат на 200 ампер, на 180, на 250 ампер. Он начитался в форумах, естественно, в этом полуавтомате двухроликовый механизм подачи проволоки. И человек начитался в форумах, где пишут, что двухроликовый механизм подачи проволоки, да это вообще никакой. Он тянуть проволоку не будет, с длинными горелками невозможно работать, километры швов там не сделать на этом полуавтомате. Ну вот, это большой миф. Теперь давайте расскажу, как все на самом деле обстоит. Так сложилось, что на однофазных полуавтоматах устанавливается в основном, в 99% случаев, двухроликовый механизм подачи проволоки. И это нормально. На трехфазных полуавтоматах на 300, на 400, на 500 ампер четырехроликовый механизм подачи проволоки. Естественно, четырехроликовый механизм подачи проволоки гораздо лучше. И тут без комментариев, тут говорить даже не о чем. Но иногда люди думают, а как бы совместить Ладу Ларгус и КамАЗ? Как сделать так, чтобы скорость была как у Лады Ларгуса, а грузоподъемность как у КамАЗа? Такого не бывает. 500 амперные полуавтоматы или 300 или 400 амперные, где четырехроликовый механизм подачи проволоки, они предназначены, чтобы на них работать 2-3 смены, 3, конечно, это перебор, 1 или 2 смены по 12 часов, чтобы за день сваривать по 200, по 300 метров сварочных швов. На то они предназначены. А однофазные сварочные полуавтоматы предназначены, естественно, для сварки. И рассчитаны они примерно на метр сварочного шва на двухроликовый механизм подачи проволоки. Опять же, это не значит, что метр мы проварили, все, автомат ушел в защиту, дальше проволока не пойдет, можно и больше варить. Но физически так получается, что нет таких деталей в гараже, дома, в какой-то маленькой мастерской, где шов у нас больше 1 метра получается. Метр спокойно хватает двухроликового механизма подачи проволоки для этой сварки. Опять же, нужно не забывать о том, что нужно очень часто менять расходные материалы. Про это почему-то все забывают. Что некоторые купили себе полуавтомат, сваривают целый год, а потом говорят, да что-то он меня не тянет, эти два ролика вообще как-то себя плохо ведут. Конечно, он ни разу не менял ни канал в горелке, который очень часто забивается из-за проволоки, из-за грязи, из-за пыли, ни наконечники часто он не меняет. Нужно большое время, даже небольшое время, нужно вообще уделять внимание расходным материалам. Канал в горелке, наконечники, протирать ролики, пользоваться нормальной сварочной проволокой, дорогой, хорошей, и тогда не будет проблем. И как я уже сказал, что для полуавтомата на однофазного на 200 ампер, плюс-минус 30 ампер, двухроликовый механизм подачи проволоки спокойно хватает на метр шва. Как я уже сказал, опять же, метр шва на самом деле это очень много, это большое расстояние. И физически, когда сварщик начинает сваривать, таких деталей очень мало. Это, наверное, 1%, где больше у тебя метра шва. Ты все равно будешь останавливаться, тебе все равно нужно будет как-то удобнее подсесть, перенести горелку. Кстати, по поводу горелки. Это совет для всех, что горелку не надо скручивать вот так вот. Она должна быть все время прямая, по возможности, естественно, прямая. Также, что хотел сказать, что про сварку алюминием. Также очень много мифов, что двухроликовый механизм подачи проволоки, если мы будем сваривать алюминий полуавтоматом, в пульсе, в синергетике, либо в линейном режиме, что двухроликового механизма подачи проволоки не хватает. Да хватает все. В интернете очень много видео. Я сам сваривал метровые швы алюминия и в двойном пульсе, и в одинарном, и в линейном режиме. Это, двухроликовый механизм подачи проволоки, он выполняет свои действия, свои функции вообще, для которых он предназначен. И спокойно с ним можно сваривать алюминий. Проблем с этим нет. Опять же, там много от аппарата, естественно, зависит. Наверное, все, что я хотел сказать. В общем, мы сейчас развеяли этот миф про двухроликовый механизм подачи проволоки и четырехроликовый механизм подачи проволоки. И это нормально, что в однофазном полуавтомате двухроликовый механизм подачи проволоки, его хватает на все 100%, и он выполняет свои функции, и он отлично сваривает, когда, учитывая, как я уже говорил, нормальная проволока, нормальный полуавтомат, нормальные, очень часто, не очень часто, а часто менять расходные материалы. Кстати, еще такой сразу же пример просто приведу. На некоторых даже европейских полуавтоматах однофазных есть 2 ролика. И это опять же нормально. Допустим, у Чиборы есть, которые сваривают алюминий офигительно классный, и нержавейку.
у них есть однофазник с 2 роликами и с 4 роликами. Так они оба отлично работают, они оба выполняют хорошо свои функции. Ну, наверное, все. Это видео, опять же, для тех, кто сомневается, то, что однофазный полуавтомат с 2 роликами не годится для работы. Это абсолютно не так. Все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. С вами был Сергей Витищенко. Все, всем пока, до свидания.